Словарь для изучения русского языка. Уже с обложки студент знакомится с русскими стереотипами, с русскими символами и их названиями. Матрешка, береза, колос, самовар, медведь, флаг и так далее. Как только мы открываем словарь, сразу несколько советов, 6 советов для изучения русских слов на английском языке. После умная фраза от умного человека, мотивация для изучения русского языка и сам словарь. Вначале я даю примеры. Вначале есть уже примеры. Пишите, с одной стороны, пишите слово на русском языке, с другой стороны, его перевод на родной язык. Здесь вариант английский язык. И с другой стороны у нас трекер прогресса, рассчитан на 5 дней. И вы пишете слово, язык русский, английский, перевод слова, language и варианты употребления этого слова. Дается несколько позиций. Например, я знаю русский язык, он плохо говорит по-русски, но хорошо понимает русскую речь. Пример употребления. Так, друг. Это варианты, которые уже есть в словаре. Друг, подруга, друзья и сегодня. Вы можете написать в этом словаре очень много слов. Они с двух сторон. Это часть 1. Часть 2. Снова мотивационная фраза и новый вариант для записи новых слов. Вы пишете слово, с одной стороны синонимы к этому слову, с другой стороны антонимы. И так несколько страниц. Часть 3. Mind Map или интеллект-карта или ментальная карта. Вы пишете слово и все варианты, которые у вас ассоциируются с этим словом. Это могут быть другие слова, это могут быть фразы, это могут быть объявления. Все, что вы видите вокруг, рядом с этим словом, что будет вам напоминать это слово. Еще один вариант, чтобы запоминать, учить русские слова. Часть 4. Специально для тех, кто изучает русский язык. Это виды глагола. С одной стороны пишите несовершенный вид глагола, с другой совершенный. И перевод. И есть пространство, место для записи примеров употребления данной видовой пары. Много страниц для записи видов глагола. Часть 5. Последняя. Это специальное место для записи слов по темам. Вы можете писать в несколько списков, составлять списки для каждой темы. Уже в словаре дается несколько тем. Topic person, topic lifestyle, nature, culture, country, emotions, adventures, health и так далее. И есть пустое пространство, куда вы сами можете писать тему и записывать слова. Данная часть помогает, когда вы готовитесь к рассказу на определенную тему. Вы можете читать текст. Написать название текста и писать новые слова по этому тексту. Все будет в одном месте. Это последняя часть словаря по изучению русского языка.